Привет, друзья! Сегодня у нас официальный выходной. Мы отмечаем праздник Охи Дэй и решили посетить столицу нашего острова Никосию, куда мы сейчас и направляемся. Off the radio. У нас комфортабельный туристический автобус, и наша поездка займет примерно 2 часа. Полтора часа на автобусе за 6 евро с человека, и мы на месте. И сегодня шикарная погода, классные виды этого города, потому что Никосия напоминает нам настоящий крупный город с высокими зданиями, чистыми уютными улицами. И сейчас мы пойдем по ним гулять. Там фонтанчики.
Очень мне напоминает это здание, наше здание в Астане. Посмотрите, какая красота. Хотели зайти в Мистор, но он сегодня закрыт. Как и многие другие магазины, потому что выходной день на Кипре, он выходной для всех. Люди сегодня направляются в центр отмечать этот праздник, который очень важен в Греции и на Кипре. Мы захотели выпить по стаканчику холодного кофе и сейчас направляемся в кофейню, где уже сидит множество людей. Но это обычное времяпрепровождение для жителей любого кипрского города, потому что кофе попить с утра, да и вообще в течение дня, это национальная традиция. Итак, где мои друзья? Мы находимся в центре Никосии, в прекрасном парке, который построен не так давно. Очень красивое место, притягивает туристов и местных жителей. Здесь все прибрано, фонтаны, зоны для отдыха, чего нам, конечно же, не хватает в Лимассоле. Посмотрите, какое гигантское оливковое дерево в этом парке. Я думаю, что обхватить его можно только втроем или вчетвером. Почему же мы сегодня отмечаем этот праздник? 28 октября фашистская Италия во главе с Муссолини выдвинула ультиматум о том, чтобы Греция предоставила свои стратегические объекты для ведения Второй мировой войны Италии, в которой Италия и участвовала. Так вот, охи день, дословно как день слова «нет», отказалась выполнять это требование. Но после этого Греция вступила во Вторую мировую войну. И этот день очень важен для нас, и мы его сегодня отмечаем. Шествие студентов и школьников в честь сегодняшнего праздника по центру города с флагами Кипра и Греции. Большая демонстрация планируется в городе, на которую мы сегодня и посмотрим.
Оу! Мы сейчас двигаемся вдоль кипрско-греческой границы, и вы можете увидеть на здании пулевые отверстия, которые до сих пор сохранились. Мы попробуем попасть ближе к этой зоне. А мы возвращаемся обратно. Смотри, какое оно огромное. Там вот греческий флаг и кипрский.
на какой-то антенне. Видишь? Какая-то усадьба крутая, да? Была. А там уже охраняемая территория. Где? Там вон. Впереди тоже пропускной пункт на северную часть острова, на которую мы пока не собираемся. Здание на границе северной и южной части, за которым находится пропускной пункт. А здесь стена с колючей проволокой, на ту сторону, за которой футбольное поле и, видимо, совсем другая жизнь. В обзорах известных блогеров я видел отверстие в этой стене, где можно было посмотреть свободно на ту сторону. Но сейчас я вижу свежую штукатурку на стене, и заглянуть туда можно только с помощью камеры. И туда я тоже попасть не могу, где прозрачный забор, потому что он обнесен колючей проволокой. Я думаю, что я просто подойду, немножко посмотрю то, что будет видно мне. Там виднеется улочка с кофейнями, магазинчиками. Вот одно из отверстий на стене, которое осталось нетронутым. В Никосии очень много деревьев и всякой разной растительности, чему мы очень рады. Нам этого не хватает в Лимассоле. Здесь много затененных деревьями улиц, где можно приятно погулять, провести свое время свободное. Но есть большой минус. Никосия удалена от моря, и летом здесь крайне жарко, до 40 градусов. И охладиться здесь негде. Мы прекрасно провели время в итальянском ресторане. Наша прогулка подходит к концу сегодня. Мы посмотрели много, что захотели и запланировали. Сейчас в Зару? Нет, в Зару я не хочу. Хотя сегодня она открыта. И наш путь ведет к автобусной остановке. А Федя крайне недоволен такими большими походами. Он, конечно же, не готов к столь продолжительным прогулкам по Никосии. Да, Федя? Да? Здесь очень маленькие и уютные улочки, по которым мы направляемся к месту нашего назначения. А вообще здесь дух такой 70-х или 60-х годов, где старые постройки и узкие улицы и вообще все такое старое.
Старые стулья. Вот, например. Смотрите. Дух старины, да. Можно по этому зданию все понять прекрасно. Или по этому. М? Ну да. Ну нам туда, направо. Да. Вот там всякие украшения. Пикассо Арт Галери. Я вот в таких, наверное, всяких фильмах снимаю. Супер старинные. Вообще. Ну а наше путешествие сегодня заканчивается. Мы отправляемся домой. Я вам советую обязательно посетить Никосию. Правда, нужно будет уделить хотя бы целый день для путешествия по этому прекрасному городу. Все, увидимся. Пока. Я с коллегами жду свой автобус в Лимассол. Они нагулялись и сильно устали. Ребят, вы хотите домой? Похоже, не хотят. Домой сегодня едут. Подписывайтесь на канал Алекс Лапин и смотрите самые The best.